Всем привет! В последнее время мой день начинается с йоги. Этот комплекс называется Сурья Намаскар. Сурья Намаскар переводится как приветствие солнцу. Этот комплекс физических упражнений, а точнее асан, который направлен на пробуждение всего тела. После этого комплекса у меня появляется энергия, бодрость и хорошее настроение. Таких кругов я делаю несколько за утро. Начинаю я медленно, а затем темп увеличиваю. И делаю упражнения все быстрее и быстрее. Ну и, конечно же, после комплекса я уделяю немного времени медитации. Это очень легкий вариант медитации, когда, следя за дыханием, нужно сосредотачиваться не на мыслях о прошлом и будущем, которые нас обычно посещают, а быть здесь, в настоящем, здесь и сейчас. И это делаю я каждый день. А раз в неделю я делаю массаж сухой щеткой. Круговыми движениями прохожусь по ногам снизу вверх, далее по ягодицам и животу. Делать такой массаж нужно строго по массажным линиям. Он улучшает микроциркуляцию крови и лимфодренаж. Уход за лицом также важен. Я решила сегодня попробовать сделать одну из этих 3 масок. Вот эту. И я вам сразу скажу, что она мне не понравилась. Эффекта от нее 0. Вот такая антиреклама. Я обычно пользуюсь масками редко и только теми, которые делаю дома сама. Ну, как-нибудь вам обязательно в следующих влогах расскажу. Ну, это домашнее, а мне бы хотелось найти какую-нибудь уже готовую, магазинную. Если вы вдруг знаете какую-либо маску хорошую, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, конечно же, мы с вами ее попробуем, сделаем. И я расскажу о своих ощущениях и о результате. Но об этой маске я рассказать вам просто обязана. Эта маска подойдет всем, независимо от пола и возраста, и она предназначена для стимуляции роста волос. Если у вас такая проблема, то обязательно сделайте. Мы берем 1 желток, 2 столовые ложки горчицы, 1 столовую ложку сахарного песка, репейное масло 1 столовую ложку и 1 столовую ложку теплой воды. Обязательно нужно, чтобы вода была теплая. Все тщательно перемешиваем и наносим на корни волос. Если у вас есть вот такая расческа с щеточкой, это замечательно. Но если нет, то можно воспользоваться просто руками. Главное, чтобы их защитить перчатками. Наносим только на корни волос, а концы, если сухие, то можно смазать маслом репейным или касторовым. После этого нужно голову утеплить, надеть шапочку или пакет и сверху завернуть полотенец. Через 20 минут смыть. Такую процедуру нужно проводить 2 раза в месяц. И я думаю, что результат вас не заставит ждать. Привела себя в порядок, а теперь самое время что-нибудь приготовить. Сегодня утром мы купили на рынке мясо, и у меня здесь говядина. Нужно обязательно приготовить горячее на обед. Ну и я решила сварить щи. Щи готовлю только из говядины и всегда добавляю фасоль и свою приправу. Это, наверное, 3 составляющие вкусных щей: говядина, фасоль и приправа. Тогда получаются щи насыщенными, вкусными и ароматными. Приправу я закатываю в банках, так что рецепт обязательно расскажу, когда будет сезон овощей. Итак, обед готов, и самое время заняться организацией хранения. В светофоре мы купили вот такой контейнер для швейных принадлежностей. У меня все хранилось в такой прозрачной косметичке, и это было ужасно неудобно, да и она со временем пришла в негодность. Я все содержимое из нее вытащила,
И сейчас разложу по секциям в этом контейнере. Знаете, мне всегда нравится, когда все лежит на своих местах и ничего не нужно искать. Это очень экономит время, силы, да и нервы. Ну а если еще и лежит аккуратно, то это вдвойне приятно. Стихами заговорила. Ну а теперь убираем верхний ярус и все объемные вещи раскладываем внизу. Так как нет разделителей здесь, и это очень удобно. Кстати, ножницы мне пришлось тоже уложить сюда, так как они большие, никуда не помещались в этом контейнере. Ну вот и все готово. А второй контейнер будет предназначен для медикаментов. Мы его покупали в Ашане, и вот если честно, я уже стоимость его не помню. Все у меня хранилось до сегодняшнего дня в обычных картонных коробках, которые уже тоже пора было менять. Система хранения очень хорошая в Икее. Но Икея, как вы знаете, ушла, и когда вернется, неизвестно. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть в тех магазинах, которые у нас остались. Такую ревизию я провожу обычно 2 раза в год, то есть каждые полгода. Смотрю сроки годности. Если лекарство просрочено, то я смело его выбрасываю в мусорное ведро. Ну, если нет, то складываю обратно. Медикаментов у меня всегда много. Эта привычка мне передалась от бабулечки. Кто впервые на моем канале, я объясню, что я воспитывалась у бабули, и поэтому я ее так называю. Она меня вырастила, за что ей огромное спасибо. И знаете, у нас всегда было 2 коробки с лекарствами на все случаи жизни, так как жили мы в селе, а в селах, как известно, в выходные и праздники не работают аптеки, поэтому бабулечка моя делала вот такие большие запасы. Ну вот и все мы сложили, закрываем и складываем в шкаф. Теперь все лежит аккуратно, красиво и удобно. А сейчас мне хотелось бы поделиться с вами семейным фильмом приключенческим «Волк и лев». Этот фильм о дружбе и верности и немножко о любви. Рекомендую к просмотру и гарантирую, что не потратите время зря. И спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, если нравится, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!